Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. Вы все знаете мою страсть к экспериментам, а лоскутное шитье дает простор для творчества. Ведь один и тот же блок можно сшить по совсем разной технологии. Для начала сделаем выкройку. Нам нужен клин 22,5 градуса. А если проще, то надо круг разделить на 16 секторов. Длина этого клинышка у каждой мастерицы будет своя. Клин выкраиваем сразу же с учетом припусков на швы. У меня получилась трапеция, основание 2 и 8 сантиметров, а длина 15 сантиметров. В готовом виде получается дрезденская тарелка диаметром 30 сантиметров. Просматриваем запас лоскутков и выкраиваем 16 таких деталей. Все с учетом долевой нитки. Дальше мы каждую деталь складываем вдоль пополам и прошиваем по широкому краю. Естественно, шьем все гирляндой, нитки не обрываем. Строчки делаем мелкой, крепкой. Закрепки делаем обязательно. Сегодня у нас эксперимент. Пробуем новый способ работы. Поэтому сразу же закрываем и прошиваем второй край заготовки. Освобождаем готовые детали. Дальше каждую аккуратно выворачиваем, тщательно расправляем уголки. Вот она, волшебная сила монтажа. Все детали готовы. Их надо хорошо проутюжить. Следим за тем, чтобы швы проходили строго вертикально. Тогда обе стороны получаются одинаковой длины. А вот уже после этого готовим основу. У меня чистый лен. Такая дизайнерская задумка. При работе с каждой тканью есть свои особенности. Лен рыхлый и подвижный. Чтобы ничего не деформировалось, сначала укрепим серединку, проклеим ее клеевым флизелином. Дальше найдем середину куска. Мне не хочется рисовать на ткани, но на льне хорошо видны складки. Делим всю ткань на 16 секторов. Дальше прикладываем первый клинышек. Следим за тем, чтобы припуски немного выступали за линией складки. Сверху накладываем второй клин. Скалываем их булавочкой и прошиваем на швейной машинке. Шьем сразу же по основе. Прошили, развернули, отстрочили, прошили верхний угол и можно сразу же пришивать следующий лепесток. Самое главное – следить за тем, чтобы все швы проходили строго по намеченным линиям и чтобы середина не ушла в сторону. Для этого лучше всего дополнительно ее обозначить.
Чуть раньше мы уже шили дрезденскую тарелку, но немного по-другому. Мы отдельно сшивали все лепестки в одну большую деталь, а затем укладывали ее в нужное место и пришивали. Но, как говорится, охота пуще неволи. Хочется попробовать и такой способ работы. Смотрите, берите на заметку. Когда останется последний лепесток, открытый край подгибается и пришивается строчкой сверху. К сожалению, у меня не включилась камера, не могу показать вам этот момент. Но сами видите, дрезденская тарелка на месте, все края закрыты, нигде ничего не торчит. А после утюжки все просто замечательно. Очень интересный рисунок. При желании можно еще его добавить другими элементами. С использованием дрезденской тарелки мастерицы шьют самые разные работы. Вот несколько примеров из интернета. Смотрите, любуйтесь, вдохновляйтесь. А это мои работы. На их пошив есть подробные мастер-классы. Не ждите чудес, чудите сами. Вот один зеленый человечек из «Звездных войн» сказал: «Да пребудет с тобой сила». Всем желаю творческого вдохновения. А в эту композицию мне хочется добавить еще элементов. Поэтому, кто еще не подписан, обязательно подпишитесь, чтобы не пропустить мое новое видео. Жду вас всех в своих группах ВКонтакте, Одноклассниках, на платформе Дзен. Огромная благодарность всем за поддержку на Бусти. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!